всем привет! Идеальная солнечная погода. Позавчера выпало 2 метра снега, а сегодня мы едем все раскатывать. И я вам расскажу про типичные ошибки новичков во фрирайде. Ну что, приступим? Небольшая викторина. Что с вами может произойти без разминки при таких ситуациях? Пухлый снег. Постоянно все втыкаются носами. Нога из-за этого просто вытягивается, разрывается, чуть ли не улетает в другую сторону. Подумайте, что происходит с вашими связками в этот момент. Если вы их не разогреете перед катанием, то вам прямая дорога в больничку. Самое основное в защите – это разминка. Конечно же, потом шлем, наколеннички, спина, шорты и так далее. Но первое – это разминка. Не забывайте про нее, ребята. У нас желание бросить эту камеру и поехать рассказать вообще все, что угодно. Опа! Просто ты посмотри, сколько снега. Прям вообще на курорте. Меж трасс. Все, ты видишь, вот там пухляк? Просто никто не искатал, я не знаю, они еще не додумались. Вон там. Сейчас туда бомбанем, поедем просто Пухличенского рядом с трассой. Вот он, вон он, я его вижу, я за ним слежу. Ёпарасы ты, это что такое? Это что получается? Я хотел катнуть пухляка свеженького между трасс. А это что получается? Если я не справлюсь с управлением, то целых 2 метра я полечу прямо на спину. А может быть на голову, а может быть на руку, а может быть на ключицу. Дорогие друзья, вот вы, когда приезжаете на курорт, выпадает много снега. Видимость не всегда хорошая. И все пытаются бомбить поля между трассами. Это нормально. Как бы мы все это делаем. Но если вы не знаете курорта, если вы не знаете трасс, вы видите, что может с вами произойти? Вы разгонитесь, не успеете оттормозиться, и вот эти сбросы прямо на трассу, они могут так вас наказать. Потому что трассы все ратрачат, они очень жесткие. Любая ошибка, и вы спиной летите. Чаще всего люди во фрирайде, особенно много пухлого, едут чуть на задней ноге. А когда сброс появляется, доска вперед вылетает, и вы прям на спину приземляетесь. Это очень опасно, очень много с этим травм, поэтому эта ошибка посвящена тому, что вы быстро гоняете между трасс во фрирайде, не знаете, где идут трассы, и не контролируете это, и вылетаете прямо на них. Будьте аккуратны и осторожны, всегда смотрите, быстро не ездите. И смотрите, где трассы идут, где они пересекаются. Вот этот сброс вообще 4 метра. Оттуда многие ребята едут в траверсе, не доезжают. Ну и просто решают раздать пухляка. Если плохая видимость, просто вылететь на трассу. Вот здесь 5 метров пролета вообще. Это не шутка. Каждый раз в перепаудер кто-то падает прямо на трассу. Будьте внимательны.
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это прям ой-ой-ой. Или нет? Еду! А я ехал, меня прям на вылете как вжало, я думаю, закручусь, не закручусь, еще ты с этой дыркой, блин. Я думаю, боже мой, дырка. Я прям над дыркой этой прилетел. Ну я что, я приземлился? Ну я или как, прям вот так вот выехал. Я смотрю на тебя и думаю, блядь, ты прям в дырку поехал, ну пиздец. Ну, блядь, непонятно, где она находится, в самом деле. Ну я же сказал вправо. Ну а я так и делал. Короче, поднимаем ставки. Уже несколько раз я прыгал с дропа пониже. Этот дроп, не то чтобы он прям выше и пролет больше. Возможно, так оно и есть, но он страшнее. Вот разгон вот так вот. Куда там ехать, что-то непонятно. Ёпрст. Там же были ветки какие-то, палки торчали. А я их сейчас не вижу вот отсюда. Страшно. Ладно, давай, двигаем. Делаем жару. Давай? Ну Костя там прыгал, ёпрст. Там очень сложно. Все. Так в том-то и дело, что он там пытается найти яйца в штанах. Поможем ему. Кайф. Малыш сноудилер. Ой, бля. Ой-ой-ой, да, он очень Оли сильный сделал, но был близок. Страшно было? Признавайся. Хорош! Жесткий, да? Ну вообще, у меня адреналинчик такой. Оп-оп-оп-оп. Хорошо было, да? Семен Красавелла 5 из 5, 10 из 10. Лев молодец, 7 из 10. За смелость. Я, удовлетворительно. Вон там, смотри, такой надувчик кайфовый. Сейчас с него бахну. Все, я поехал. Скала. Куда он поехал? Леша, стой, нельзя ехать, тут скала, капец огромная, тормози! Стой! Ой-ой-ой. Офигеть. Ребятушки, о чем это говорит? Всегда просматривайте приземление любых дропов, которые хотите прыгать. Видите какие-то пампушечки, либо кого-то вперед пустите, чтобы они проехали и посмотрели, что там с приземлением. Сфотографировали, вам прислали, неважно. Либо сами просто проедьте сначала. Прыгайте только на дропах, где видно приземление, где вы видели его. Или что вам, например, человек проехал вперед, по рации сказал, да, можно, нужно ехать туда-то, туда-то, скорость такая-то. Потому что здесь эта скала находится рядом с трассой. Там можно просто взять и просто по прямой поехать. Если вы не успели затормозить, вы улетели в деревья, то лететь метров там 15 точно. Наушники Skullcandy, модель Hash Evo.
Они идут с Bluetooth, чтобы вы вообще без проводов ходили, слушали музыку. Кто старой закалки, здесь отдельно в комплекте есть провод, который можно воткнуть сюда, в телефон, и ходить, они будут постоянно работать. В принципе, я уже тестирую эти наушники где-то неделю и подзаряжал всего один раз. Я 3 дня слушал без остановки музло, и они не разрядились. И думаю, боже мой, что там за аккумулятор на ядерных батарейках стоит? Ну и в целом, черный минималистичный дизайн, обожаю такое, вообще обожаю черный цвет, ничего лишнего, вот, так они прекрасно, удобно складываются. Вообще сам внешний вид, посмотрите, какие они красивенькие. Фух. Просто минимализм, сок. Я представлял, что на таких больших наушниках будет хороший качественный звук, но я думал, что это стоит намного дороже. Я когда перешел в интернет-магазин посмотреть ценник, я такой, чего? Как за такие деньги такое качество? Вот, так что по ссылочке в описании к этому видео забегайте, смотрите, вдруг кому понравится, покупайте, тестируйте и слушайте музычку с удовольствием. Вот мы с вами видим кулуар. Ой-ой-ой. Вот. Посыпалось уже что-то. Друзья, вот тут кулуар. Не дай бог, он был бы полный, с полным снегом, наполненный. Ни в коем случае мы не останавливаемся на середине. Потому что если пойдет лавина, то она пойдет по линии падения воды. Линия падения воды, она и находится в середине любого кулуара. То есть весь снег, который начнет двигаться вниз в лавине, он пройдет через середину. Если вы остановились посередине, то старайтесь максимально быстрее уехать с этой траектории. Как лучше, например, останавливаться в кулуаре? Лучше заехать на какой-либо из хребтов, то есть слева или справа. Вижу здесь неплохой вариант. То есть лучше, если вы хотите остановиться, залезли сюда. Если вдруг там что-то пошло, лавины и так далее, забрались, все. Это будет безопаснее, чем если вы будете стоять посередине. Мы подобрались к очень интересной ошибке во фрирайде, которая называется «берите с собой еще одну маску или сменные линзы». Посмотрите, что происходит. Можно ли так кататься? Абсолютно не уверен. Можно ли так плохо прыгать? В этом я абсолютно уверен. И я тому живое подтверждение. Но все же. Вот у нас маска. Все, попал снег. Забилась вентиляция. У меня хорошо, у меня сменная на магнитных линза. Взял, стряхнул. Оп-оп-оп-оп-оп. Все равно в снегу. Что я делаю? Достаю новую линзу. Вставляю. Все, я уже могу сразу же двигаться в полной боевой готовности. Что делать вот с этой линзой? Мы ее кладем либо, например, во внутренний карман, чтобы снег отсюда... Так, не надо делать, все, она уже замерзла. Чтобы снег отсюда ушел, растаял. Вот. Либо я сейчас в свой отсек положу ее в рюкзачке тепленький, и она тоже сможет отойти. Все, линзочку поменял. Мы в полной боевой готовности. Можем
стартовать и ехать дальше. Извините, а вы не знаете, где фрирайд? В какой стороне он? В той стороне. Куда? Туда ехать? Туда? Блин, ну там надо вот отсюда выехать. Сейчас тут много в разных сторон. Я не Всё. катаюсь. А, вы не катаетесь? Мы решили попробовать. Ну ладно. Ну, с такой оптической иллюзией мы можем. В хейлибординг. Почему такая история произошла? Потому что вы, например, разогрелись, может быть, даже вспотели, сняли шлем и взяли, надели маску прямо на шапку. И оттуда, соответственно, весь жар идет, и маска запотевает. Такое чаще всего происходит, когда вы забываете вообще все про это, то, что я говорю. Я начал подкручивать крепление, снял, естественно, шлем, просто надел маску на шапку, надеваю обратно и понимаю, все, она запотела. Это произойдет с любой маской, если вы будете совершать такую ошибку. Что нам делать? Вот здесь рядом кафе, я сейчас просто зайду туда, подожду буквально 3 минуты, она отпотеет, щелкну обратно и поеду с удовольствием кататься дальше. Я чуть ли не врезался в дерево, просто летел. Меня вот так позвоночник искривило. Я думаю, господи, хоть бы не задеть ничем. Очень важно контролировать скорость, потому что если вы летите вниз, и там ветки, там деревья, и вы не понимаете, как остановиться, доска летит, тело в разные стороны хреначит. Вот я сейчас ехал, я понимаю, что я сильно не заторможу, и мне пришлось аж выживать, чуть ли в дерево не влупился. Самое важное – это контролировать скорость в лесу, во фрирайде и даже на трассе. Но контроль скорости во фрирайде – это штука очень сложная, потому что здесь постоянно бугры, здесь идет какая-нибудь слав, идет лавина, идет ветки какие-то, постоянно рельеф меняется, разные техники мы должны использовать. Сейчас мы немножечко разберемся, как и что делать. Хорошо, надо коленочками работать, закрывать обязательно повороты. Вот я сейчас ехал, закрывал повороты. Если... Вот это следующая ошибка, как не надо делать во фрирайде. Не дай бог у вас доска с канта слезет, он просто вот этой доской бы разрезал нам обоим головы пополам. Руки, неважно что. Поэтому не надо на ходах тормозить перед людьми. Не дай бог вы не законтролите доску. И не дай бог во фрирайде вы разгонитесь, сильно втормозитесь перед кем-то. И начнется лавина, сойдет какая-нибудь снежная история. Мы же не хотим попасть в снежную историю. Очень на большой скорости зашел на эту трассу и закрывал повороты, держал стоечку. Это важно для контроля скорости. Если у вас не будет контроля скорости, любая кочка, которая вас подбила, все, вы не можете управлять доской, вы летите вперед. Впереди могут быть камни, могут быть деревья, и все в этом духе. То есть держим стоечку, закрываем повороты, там, где это нужно делать, тогда вы не будете набирать скорость и будете ее контролировать. Далее, что неправильно? Когда вы теряете стойку,
вы не можете быстро вернуться в основную стоечку, законтролить доску, у вас тело в одну сторону летит, доска в другую, все, и она уже своей жизнью живет, вниз едет. Соответственно, это может привести к тому, что вы куда-нибудь точно врежетесь. Очень актуально это именно в лесу также. Конечно, мы разобрали не все ошибки во фрирайде, их еще много. Так, если навскидку быстренько вспомнить, не надо кататься одному, потому что если выпало там 2 метра снега, вы головой вошли, за что-то зацепились, можно легко задохнуться. Много смертей связано с этим, либо в ручьи люди падают. Также кататься без шлема нельзя. Ветки, деревья, многие люди просто головой в них входят, кто-то приземляется, головой об камень ударяется. Много тоже смертей из-за этого. Конечно, если у вас будет шлем, это не 100% защита, но это лучше. Вот. Также не катайтесь без гида, не уезжайте по незнакомым маршрутам, потому что много где есть сбросы, есть какие-то положники, ручьи, и все это вот может быть в 2 метрах от вас. Вот. Конечно, катайтесь в группе и берите с собой рации, чтобы быть на связи, если у вас там какая-то проблема со связью или еще что-то. Старайтесь держать в видимости, в поле видимости людей, с которыми вы ездите. То есть, если вы идете в группе. В общем, ребята, что могу сказать? Получился полезный выпуск. Если у вас есть что добавить, я уверен, что по-любому есть что добавить. Пишите в комментариях об этом. Лайки, дизлайки, шлепаем, колокольчики, репосты, все это приветствуется. Ради продвижения канала. Всем безопасного катания и классной катушки из... Блядь. Я хотел сказать завершение сезона. Да. Всем безопасного катания и офигительных эмоций в этом сноубордическом горнолыжном сезоне. Пока.